Сегодня я расскажу свои секретики, как можно сделать свою поездку еще более комфортной. Все проверено на собственном опыте и, как говорится, основано на реальных событиях. Сейчас век технологий, и мир развивается семимильными шагами. И во время путешествий нашим главным другом становится вот этот маленький девайс. Телефон может стать вам лучшим другом, экскурсоводом, бесплатным турагентом всего лишь за пару нажатий на его экран. Сейчас я вам покажу свою самую сокровенную папку с приложениями, которые меня всегда выручают. И начнем мы с билетов, потому что понятное дело, что все поездки начинаются с покупки билетов. Например, я предпочитаю путешествовать поездами, потому что они более комфортны, более атмосферные. Для путешествия по Украине у меня есть приложение «Проезд». Я в него захожу, вписываю место отправления, место прибытия и дату. После этого нажимаю кнопочку «Найти билеты». Мне показывают все доступные поезда. Я выбираю тот, который мне больше всего подходит по времени. Выбираю место и оформляю билет. Для передвижения по Европе у меня есть аналогичное приложение, называется Trendline. Система точно такая же, вы вписываете город отправления, город прибытия, время, дату и ищите билеты. Кстати, показывают не только варианты для передвижения поездами, но и автобусами. Вот смотрите, самый дешевый поезд из Милана стоит 20 евро, а самый дешевый автобус 14, поэтому можно сэкономить. А если поезда это не ваши, тогда у меня для вас есть вот такой список приложений для путешествий на автобусе. Начнем с украинского приложения Босфор. Вписываете место отправления, место прибытия, дату, и вы выбираете для себя самый оптимальный вариант по ценовой политике, по времени, тот, который вам больше всего подходит. Если вы собираетесь путешествовать по Европе, тогда обязательно скачайте вот это приложение Flixbus. Здесь вы найдете достаточно дешевые билеты, и очень часто здесь проходят акции, поэтому можно выхватить билеты буквально за копейки. Например, из Польши в Прагу я ездила за $1,5 и обратно. В Берлин билеты стоили по 5 евро, а то и меньше. А вот это, например, альтернативы Фликсбусу. Необус предлагает студенческие билеты. Люкс Экспресс – это перевозчик из Прибалтики. Эколайнс – это тоже достаточно бюджетный и комфортный перевозчик. Еще есть Региоджет, это в основном для поездок по Чехии, Словакии и Австрии. Eurolines, где можно билеты найти даже дешевле, чем у Фликсбуса. По Испании и Португалии ездит Альса, где также можно выхватить дешевые билеты. Еще очень крутое приложение, которое меня сильно выручало в поиске билетов по Европе, называется Omio. Раньше оно называлось GoEuro, если кто-то помнит его под таким названием. Система очень простая. Вписываете место отправления, место прибытия, дату, после чего приложение показывает вам самые оптимальные варианты для передвижения поездами, автобусами и самолетами. Важно уточнить, что Omio работает только по Европе. Зато следующее приложение выручит вас для поиска добирания по миру. Это приложение ребят из Австралии, которое работает по аналогичной схеме. Для поиска общественного транспорта я пользуюсь вот этим приложением, оно мне очень нравится, называется MoveIt. Вы просто выбираете место отправления, место прибытия, время, когда вы хотите ехать, и приложение сразу находит вам самые оптимальные варианты для добирания на общественном транспорте. Еще в таких же целях я пользуюсь Google картами. Для этого я просто выстраиваю маршрут, вписываю точку А, точку Б, после этого выбираю вкладочку «Общественный транспорт», и мне показываются аналогичные результаты. Если вы вдруг не хотите ехать на переполненном автобусе или поезде, для этого есть приложение BlaBlaCar. Система такая, что когда человек едет из одного города в другой, и у него есть свободные места в машине, он может подобрать несколько человек по пути. Тут также есть система отзывов, которую я очень советую прочитать заранее. А если вы хотите арендовать транспорт, для этого существует приложение Economy Bookings. Перед тем, как подписывать договор, обязательно прочитайте все условия, а также уточните, включена ли полная страховка в эту сумму или ее нужно будет оплачивать дополнительно. А вот это приложение для поиска парковки. Здесь очень удобно находить ближайшую к вам парковку, где также указана стоимость. Ну а теперь мое любимое – перелеты. Я уже показывала в прошлом видео о том, как я ищу билеты. Но теперь покажу, как это работает с телефона. У меня есть несколько приложений, агрегаторов, которые ищут самые дешевые билеты. Это Skyscanner, Aviasales и Momondo. Единственное, что я хотела бы уточнить, это то, что я пользуюсь агрегаторами для того, чтобы найти самые дешевые варианты. После того, как я нахожу рейс определенной авиакомпании, я захожу на сайт авиакомпании и вот там покупаю свои билеты. Например, я хочу полететь из Украины в Турцию. Для этого я вписываю место отправления Украина, место прибытия Турция. Смотрим, что самый дешевый билет у нас будет с авиакомпании Pegasus Airlines, он будет стоить $36. После чего я перехожу в приложение или на сайт компании Pegasus, я нахожу те же самые билеты, они у нас были из Киева в Анкару 6 мая, насколько я помню. И вот это наши билеты. Как видно, цена немножко отличается от той, которая была на сайте агрегатора.
агрегаторе. Из-за этого я и советую вам просто просматривать ваши варианты и после того переходить на официальные сайты, потому что цены на сайтах агрегаторов не меняются абсолютно в тот же момент, когда их меняют на официальном сайте авиакомпании. Еще часто я видела, когда билеты продавали не напрямую с авиакомпанией, а через какое-то агентство, например, через Kiwi. Я перечитала очень много отзывов людей, которые воспользовались их услугами, и в основном их опыт был негативным. Поэтому я вам не рекомендую покупать билеты через какие-то агентства. Обязательно покупайте напрямую, потому что сейчас очень нестабильная ситуация в мире, самолеты отменяются, границы закрываются, и если вдруг ваш рейс будет отменен, вы не получите компенсацию обратно или замену билета, потому что билет покупался через ту компанию, и все деньги будут возвращаться именно ей, не вам. Также я читала некоторые комментарии, когда люди писали, что они покупали билет на ближайший рейс, например, на завтра, и не получали его, потому что на сайте в правилах написано, что они могут обрабатывать вашу информацию в течение 3 суток, поэтому вы можете просто купить билет и не улететь. А сейчас я расскажу о своих любимых лоукостерах. С ними, конечно, нужно быть предельно осторожными, потому что в последнее время правила сильно меняются. Особенно это касается правил перевоза багажа. Я как человек, который путешествует все время с портфелем и никогда в свое путешествие не берет чемодан, все время проверяю размеры разрешенной ручной клади. Часто бывает такое, что при регистрации или при посадке на рейс вас могут попросить вложить вашу ручную кладь в такую стойку железную, и если ваша ручная кладь не вместится туда, вас могут попросить заплатить как за полноценный багаж. А иногда ручную кладь еще и взвешивают, поэтому обязательно перепроверяйте перед полетом. У меня иногда бывало такое, что в портфеле находилось 12 килограмм при разрешенных 5, и меня не проверяли. Зато меня проверяли, когда у меня было меньше нормы. А вот это мои любимые лоукостеры, с которыми я объездила так много стран в Европе. Это Wizz Air, Ryanair, а также Volo-T. Как я уже сказала ранее, я использую Pegasus. Например, в Албанию я летала именно с помощью этой авиакомпании. Хотите проверить, все ли нормально, ничего ли не случилось с вашим рейсом? Для этого советую вот эти 2 приложения. Это сайты и приложения для отслеживания рейсов в реальном времени. А если вы даже никуда не летите, вы можете просто открыть это приложение и наблюдать, как над вашими головами прямо сейчас летают самолеты. Про жилье я уже рассказала в прошлом видео. Мои любимые это Booking.com, Airbnb. Вы просто заходите в приложение, вписываете город, куда вы хотите приехать, дату, нажимаете кнопочку «Найти», и вам показываются самые актуальные варианты. Мой вам совет: вы нажимаете кнопочку «Сортировать», выбираете «Цена», самая низкая, и вам показаны самые дешевые варианты. Отсюда вы уже можете выбрать что-то самое бюджетное. Ну и, конечно, приложение каучсерфинга, оно всегда со мной. Обязательно скачивайте себе офлайн карты до путешествия. Мои любимчики это Maps.me и Google Maps. Maps.me очень подробные. Здесь расписаны абсолютно все ступеньки, все тропиночки. Также здесь отставляют свои отзывы такие же путешественники, как и мы. Например, можно найти точку под названием «Лучший закат в городе» или «Здесь прохода нет». Из-за такой записи я однажды не пошла со своей подругой по Каппадокии, потому что это была дорога через долину, и появилась надпись «Здесь прохода нет». И я не рискнула там переходить. Неважно, насколько крутой или плохой у вас уровень английского, обязательно скачивайте карты. Мои любимые это, понятное дело, Google переводчик и Яндекс переводчик. А здесь можно скачать офлайн переводчик, то есть он будет работать без интернета, что очень удобно, согласитесь. Также есть очень крутая функция, которая мне очень сильно нравится. Вы нажимаете кнопочку «Камера», наводите камеру на текст, который вы хотите перевести, и он в режиме онлайн его полностью переводит. По-моему, это очень круто. Я, в принципе, нормально ориентируюсь в курсах валют и примерно понимаю, сколько еда, которую я покупаю в той же Турции, стоила бы в Украине. Но иногда так быстро не сообразишь, поэтому у меня есть вот это приложение. Это конвертер валют, который работает в режиме офлайн, даже без интернета. Ну и последнее, о чем бы я хотела вам рассказать, это приложение для поиска общественных туалетов. Оно называется Flash. Вы просто заходите в это приложение, вписываете, где вы сейчас находитесь, и приложение сразу же показывает вам все доступные общественные туалеты. В общем, как вы видите, если знать такие фишки, то путешествовать становится гораздо проще. Напишите, пожалуйста, в комментарии, если я какое-то приложение забыла назвать, а вы им пользуетесь. Возможно, я расширю свой список приложений. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне это очень важно. И увидимся с вами в следующем видео. Пока!